Путин готов к переговорам с Киевом. Зеленский обвиняет США, а Лавров делает заявление о визовом режиме со странами Центральной Азии. Что ждет трудовых мигрантов? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Новая битва под Курском. В Кремле заявляют о прорыве границы и новом наступлении на украинской территории. Что происходит на самом деле и откуда армия РФ может совершить большую атаку? Трамп отказывается от союзников и бросается в объятия Путина. Новый разворот США. Что Вашингтон получит от Москвы? Реакция Зеленского. Британские истребители в украинском небе и серия атак в Европе. В РФ и Украине заявили о подготовке терактов в Евросоюзе. Что происходит? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Прорыв границы и наступление РФ в Сумской области. Такими заголовками накануне пестрили пропагандистские СМИ Кремля. Путин заявил, что его армия пересекла границу с Украиной в Курской области и пошла в атаку. В Совете нацбезопасности Украины признают, что оккупанты действительно были на границе. Была зафиксирована попытка захода российской диверсионно-разведывательной группы в Украину, но ДРГ была уничтожена. Армата до бою! До бою! Группировок, которые бы были способны начать широкомасштабное наступление на Украину, просто нет, уверяют ЦПД при СНБО Украины. Заявление Путина в Киеве назвали ложью. В то же время военные отмечают активизацию войск Кремля по всей линии фронта, в частности даже на запорожском направлении, где ранее было относительно спокойно. Оккупанты могут готовить наступление на этом участке фронта. В эксклюзивном интервью «Нехта» заявил военный аналитик, полковник ВСУ и бывший официальный представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Противник, вероятно, таким образом пытается найти слабые места в нашей обороне на юге Запорожской области. Таким же образом он пытается отвлечь часть украинских стратегических ресурсов на этот участок фронта, что очевидно. И вполне возможно, что те сообщения, которые поступали ко мне из Крыма, мол, местные оккупанты заявляли о том, что они готовятся к масштабному наступлению на юге Запорожской области, ну, собственно говоря, это и есть та самая предтеча. Что будет дальше? Ну, ответ очевиден. Поэтому я полагаю, что ситуация, которая в настоящее время разворачивается на юге Запорожской области, требует самого пристального внимания со стороны украинского генерального штаба. Трамп выводит Путина из изоляции, а разворот американского президента в сторону РФ переворачивает с ног на голову политику многих поколений США. Издание считает, что Трамп дает понять, он может отвернуться от своих союзников ради общего дела с Путиным. Действия Трампа и такой разворот на 180 градусов вынудит союзников и противников Америки пересматривать свои стратегии. С момента окончания Второй мировой войны каждый американский президент считал сначала Советский Союз, а затем и его преемницу Россию угрозой, с которой нужно быть предельно осторожным. Трамп же, похоже, видит в Москве партнера для совместных проектов. Сейчас Трамп хочет вернуть Путина и РФ в международный клуб и сделать ее одним из главных друзей Америки. Экс-посол США в Российской Федерации Майкл Макфол считает, что Трамп бросается в объятия Путина, идет на уступки, при этом ничего не получает и не просит взамен. Команда Трампа якобы предложила Путину часть украинской территории, отказ Украины от членства в НАТО, отсутствие американских военных в Украине, вывод американских войск из Европы, включая прифронтовые государства, смягчение санкций. Ответное предложение Путина – ничего. Путин, кстати, впервые прокомментировал переговоры США и РФ в Эр-Рияде, говорит, что ему понравился результат и что теперь между Москвой и Вашингтоном есть контакт. Также говорит, что готов садиться за стол переговоров. В ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Зеленский дал понять, Трамп преувеличивает вклад США в борьбу с РФ и подыгрывает Путину. Такой прямой укор был озвучен перед камерами в Киеве. Трамп накинулся на украинского президента после этих слов. Он заявил, что Зеленский комик, проваливший свою работу, который при этом играл на Байдене как на скрипке, а также диктатор небо Украины. Лондон не против, чтобы его мощные истребители взяли под охрану украинское воздушное пространство после заключения соглашения между Киевом и Москвой.
Такой шаг мог бы стать альтернативой наземным войскам, пишет The Times. Но есть одно большое «но». В РФ накануне дали понять, что против размещения каких-либо войск в Украине даже под флагом ЕС. Тем не менее, в Британии рассматривают вариант воздушного патрулирования с участием десятков тайфунов. По сути, это будет грозный воздушный щит, защищающий Украину без ввода пехоты. Теоретически десятки истребителей «Тайфун» могли бы находиться в состоянии боевой готовности на случай российских атак, в то время как небольшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле. Один из источников намекнул, что трансграничные атаки можно было бы отслеживать с помощью передовых технологий, а не наземных войск, хотя остается неясным, как это могло бы помешать Путину нарушить любое соглашение. Напомню, что с первых дней российского вторжения Киев просил своих союзников закрыть небо над Украиной. Зеленский обращался за помощью, в том числе к соседней Польше, которая могла бы сбивать российские дроны или ракеты над территорией Украины, но получил отказ. Военный эксперт, а также бывший официальный представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что Европа не поможет Украине и не станет отправлять свои миротворческие войска как гарантию безопасности. Поясню, почему я настолько категоричен. В 2009 году я был в составе 12-й ротации совместного украинско-польско-литовского батальона в составе сил КФОР на территории Косово. Я представляю, какие огромные материальные ресурсы, финансовые ресурсы необходимы для того, чтобы развернуть миротворческую миссию, исходя из позиции там, 10, 20, возможно, 30 тысяч воинов-миротворцев. Это огромные деньги. В странах коллективной Европы таких денег нет, и они точно не готовы к реализации именно такого плана. Серия терактов в Европе, сценарий, о котором заговорили в РФ и в Украине. Изначально служба внешней разведки России заявила, что Украина собирается сорвать переговоры о мире, если Киеву скажут идти на чрезмерные уступки. Для этого якобы будет проведена серия терактов, внимание, против диппредставительств РФ в ЕС. С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Как отмечается, сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне. Практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении. У Нарышкина также анонсировали теракты в Словакии либо же Венгрии, которые также якобы будут организованы украинцами. В то же время в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины заявляют, что, судя по заявлениям Москвы и ее попытках заранее переложить ответственность на Киев, эти теракты готовит сама Россия. В Украине назвали и главного исполнителя спецоперации. Эта дезинформация является частью информационной операции Кремля под условным названием «Украина не хочет мира». Ее реализацией занимается руководитель СВР РФ, давний друг Путина Сергей Нарышкин. Теперь Нарышкин готовит возможные диверсии для обвинения Украины, но он настолько бездарен, что информационно сразу понятно, что это будет делать РФ. И вот это все часть кампании, чтобы обвинить Украину в срыве мира, которого не хочет сама РФ. Буквально неделю назад издание Wall Street Journal сообщило, что западные разведслужбы раскрыли существование секретного подразделения России на территории ЕС, департамента специальных задач, созданного для атак на Европу и другие страны. В его активе диверсии, покушения и даже попытки установить зажигательные устройства на самолетах. России невыгодно ужесточать подходы к трудовым мигрантам из Центральной Азии и вводить визовый режим со странами ЦА. Лавров говорит, что это не способствует долгосрочным интересам РФ. При этом он намекает, что трудовые мигранты совершают много нарушений, и Россия должна ужесточать контроль за их поведением. И приезд мигрантов должен контролироваться, и соответствующие органы должны понимать, где находятся эти люди, которые приехали работать, кто предоставляет им работу и отвечает, соответственно, за их соблюдение законов Российской Федерации. Напомню, осенью 2024 года депутат Госдумы РФ Сергей Миронов призывал к введению визового режима с Узбекистаном. Тогда ему не понравилось, что Генконсульство этой республики в Казани предостерегло своих сограждан от участия в войне против Украины. Миронов тогда задал вопрос, почему Генконсульство не призывает узбекистанцев отказываться от российского мат-капитала и других благ, которые дает РФ. По его мнению, мигранты из Узбекистана должны воевать за страну, которая их кормит. Это была цитата. Подписчики из Центральной Азии, а что вы думаете о визовом режиме с РФ и таком отношении к трудовым мигрантам? Пишите свое мнение в комментариях.
Далекий путь домой. Мигранты, среди которых представители Центральной Азии, в частности Узбекистана, готовы добровольно вернуться в свои страны после того, как США выдворили их в Панаму. Как минимум 170 человек из 300 приняли решение не оставаться в Латинской Америке. Мы не ожидаем прибытия новых мигрантов. Я должен быть честен с вами. Мы не договорились о новом прибытии людей, депортированных из США. Процесс идет, и в течение этой недели примерно 20-25 человек покинут нашу страну. И как я уже сказал ранее, в целом 171 из 299 человек, которые были депортированы в нашу страну, уже согласились вернуться в свои страны. Как ранее рассказывала команда Нехта, Трамп исполняет обещания. США нашли новый способ массовой депортации из страны. Теперь мигрантов из Азии они отправляют в Латинскую Америку, чтобы ускорить процесс их выдворения. Граждане Китая, Пакистана, Афганистана и Узбекистана уже оказались в Панаме. Из-за публикации в западной прессе разразился скандал. Авторы Нью-Йорк Таймс писали, что страны Азии неохотно принимают своих граждан обратно, что затрудняет депортацию. В Узбекистане опровергли эту информацию, заявив, что Ташкент своих людей не бросает, и всем депортированным из США гражданам Узбекистана будет оказана помощь. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.